Sen bana pusu kurdun anne. Sen o kadınla bir oldun ya. Ama Aliye bana nefes oldu anne. Eğer o bebek benimse erkek ya da kız kabul. Ama sen değilsin. Benim seni kaybettiğim gibi sen de aileyi kaybedeceksin. Ben bir gelecek düşüneceksem eğer bunu sevmediğimle değil, sevdiğim kadınla düşünürüm. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Смерть Фикрии Ханем станет не только прощанием во внутреннем мире Алии, но и переломным моментом, который заставит ее усомниться в прошлом. Отсутствие матери вновь оживит чувство покинутости, которое она испытала много лет назад. Несмотря на свои неполные и испорченные отношения с матерью, Аля будет задаваться вопросом о причине слез, которые она пролила после смерти матери. На самом деле эта смерть не будет чем-то, чего Аля не сможет простить, а скорее проявлением чувств, которые она не может понять. Молчаливая поддержка Джихана в этот период поможет Алие преодолеть стены одиночества. Каждое сказанное им слово, которое тронет ее, растопит лед внутри Алии, и существование Джихана станет для Алии не только возлюбленным, но и точкой поддержки, с помощью которой она сможет восстановить связь с жизнью. Алия поймет, что после того, как дверь за ее матерью закрылась, для Джихана открылась новая дверь, и она решит больше не держать свои чувства в себе. Взгляды Оскана на жизнь изменятся после проблем со здоровьем, с которыми он столкнулся. Он больше не сможет скрывать свое давнее молчаливое недовольство. Он ясно скажет Наре, что брак, который она поддерживала как обязанность на протяжении многих лет, больше не имеет никакого смысла. Хотя это заявление поначалу становится для Нари неожиданным шоком, оно откроет ей дверь к свободе, которую она ждала в глубине души. Нари впервые задумается о своей жизни и предпримет более смелые шаги навстречу Шахину, которого она хранила втайне в своем сердце. На этот раз его жизнь будет определяться его собственным выбором, а не бременем прошлого. Мечта быть с Шахином больше не будет отдаленной возможностью, а станет реальностью, которую можно осуществить, проявив смелость. Правда о ребенке, которого носит Зериен, еще больше развеет сомнения, роящиеся в голове Каии. Несмотря на то, что Кая знает ответ, который он не хочет слышать, он не может не спросить Зериен. Что касается Зериен, то она не сможет дышать под постоянно растущим давлением Демира. Не в силах выбраться из темного круга, в котором она находится, Зериен действительно сдается, рассказывая Кае, что отцом ребенка является Демир. Эта капитуляция породит разрушение в сердце Каи, но также раскроет беспомощность Зериен. Кая увидит боль, скрытую в молчании Зериен, но все равно предпочтет держаться от нее подальше. Потому что цена некоторой лжи будет слишком высока, чтобы ее можно было вынести даже с любовью. Пока Зериен пытается понять, почему Демир не оставил ее, она сталкивается с эмоциональным признанием, которого никогда не ожидала. Демир признается в чувствах, которые он подавлял годами, и скажет, что любит Зериен. Однако для Зериен эта любовь будет всего лишь угрозой. Тот факт, что женщина, влюбленная в Каю, оказывается в тюрьме ради того, чтобы быть любимой, заставит Зериен почувствовать себя так, словно она находится в клетке. Любовь Демира не залечит раны Зериен, а лишь нанесет еще более глубокие царапины. Моя беременность станет для нее последней властью над миром. Действуя под влиянием навязчивых чувств, Майн начнет воспринимать эту беременность не как угрозу, а как единственную связь между ней и Джиханом. Однако подход Джихана к Алие заставит Майн столкнуться с правдой, которая разрушает ее изнутри. Любовь прорастает из свободы, а не из навязывания. Не в силах справиться с этой реальностью, Майн будет морально истощена, а испытываемое ею давление поставит под угрозу ее беременность. Если она потеряет своего ребенка, Майн потеряет не только ребенка, но и единственную связь, которая определяет ее существование. Госпожа Садакат отнесется к этому инциденту не только как бабушка, потерявшая внука, но и как человек, утративший собственную сферу контроля. Госпожа Садакат окажется на грани потери доверия сына, поскольку она скрыла беременность Майн от Джихана. Когда Джихан узнает о планах своей матери держать его подальше от Алии,
у него произойдет публичная конфронтация с матерью. Госпожа Садакат больше не будет скрывать свой гнев по отношению к Алие, используя в качестве оправдания любовь к внучке, и будет кричать, что ей не место в этом доме. Когда Аля услышит эти слова, она замкнется в себе, но Джихан и Нари попытаются рассказать ей все. Они признают, что беременность Майн была случайностью, смазанным мгновением, и что та ночь, когда Джихан потеряла контроль, была ошибкой. Аля будет обижена услышанным, но она будет действовать с пониманием, а не поддавшись эмоциям. Потому что теперь он будет знать, что любовь может существовать, несмотря на ошибки прошлого. Джихан ясно объяснит Алие план жизни, которую они хотят построить вместе. Он скажет, что в этом плане нет места никаким теням прошлого, только Аля и Денис. Благодаря силе этого доверия Аля решит оставить все прошлые раны позади и начать новую жизнь с Джиханом. Для них обоих эта любовь станет символом не только эмоций, но и исцеления. Но тайна, ожидающая в тени, будет продолжать нависать над этим миром – смерть Барана. Размышляя о роли Халиса в смерти Фикри и Ханем, Джихан заподозрит, что те же руки могли стать причиной смерти Барана. Станет ясно, что Экмель невиновен, но это также поднимет новый вопрос, кто настоящий убийца. Ответ Джихана на этот вопрос раскроет не только смерть Барана, но и другие истины, скрытые в темных коридорах прошлого. И это путешествие изменит не только судьбу Барана, но и всех остальных. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.